Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить обалденно вкусный шоколадный торт с маковой начинкой. Торт состоит из очень вкусных шоколадных медовых коржей, нежного сливочного и шоколадно-макового крема и сверху покрыт мягкой шоколадной глазурью. Прекрасный торт для любого праздничного стола, получается высоким, красивым в разрезе и непременно порадует ваших гостей своим вкусом. Данное количество ингредиентов рассчитано для торта диаметром 19 см, высотой 9 см и весом 2 кг. Давайте приготовим. Начнем приготовление с мака. 100 граммов чистого или промытого мака заливаем 300 граммами или миллилитрами кипятка. Перемешиваем и оставляем на столе на 15 минут запариться. Через 15 минут уберите ложкой пустой мак, который не осел, перемешайте и слейте с мака воду. Я сливаю воду через нейлоновый мешочек для отжима. Также воду можно слить через мелкое сито или марлю. Перекладываем мак в сотейник, добавляем к нему 200 граммов сгущенного молока, перемешиваем и ставим вариться на плиту. Варим постоянно, помешивая до закипания. Когда мак закипит, уменьшаем огонь и на умеренном огне варим мак, пока у него не выпарится жидкость. На это может потребоваться примерно 12-15 минут. Вот до такой консистенции. Снимаем с огня, добавляем к маку 40 граммов сливочного масла и перемешиваем до образования однородной массы. Перекладываем маковую массу в чашу, накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем остывать до комнатной температуры. Приготовим шоколадные медовые коржи для торта. В чашу вливаем 2 яйца, добавляем щепотку соли и 100 граммов или 5 столовых ложек без верха сахара. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 70 граммов или 7 столовых ложек растительного масла, 30 граммов или 2 полные столовые ложки молока комнатной температуры, 70 граммов или 3 столовые ложки жидкого меда. Если у вас мед густой, то 2 столовые ложки, 8 граммов или 1 полную чайную ложку соды. Перемешиваем до образования однородной массы. Просеивая, добавляем 160 граммов или 8 столовых ложек без верха пшеничной муки, 40 граммов или 4 столовые ложки без верха какао. Замешиваем силиконовой лопаткой мягкое эластичное тесто. Добавляем 12 граммов или 1 столовую ложку 9% уксуса. Перемешиваем, реакция уксуса должна полностью прекратиться. При желании 1 столовую ложку 9% уксуса можно заменить 2 столовыми ложками свежевыжатого лимонного сока. Вот такое получается тесто, оно медленно ленточкой стекает с лопатки. Делим тесто на 4 равные части, если вы взвешиваете на весах, то получается по 150 граммов на 1 корж. С обратной стороны пергаментной бумаги рисуем маркером круг диаметром 21 см. Перекладываем 1/4 часть теста на пергаментную бумагу и равномерно распределяем тесто на пергаментной бумаге по кругу. Перекладываем пергаментную бумагу с тестом на противень и убираем выпекаться в заранее разогретую духовку. Выпекаем при температуре 180 градусов Цельсия до готовности. У меня 1 корж выпекается 5 минут. Готовность коржа проверяем деревянной палочкой, прокалываем. Если палочка выходит сухой, значит корж готов. Пересушивать корж не надо. Накрываем корж пергаментной бумагой, решеткой и переворачиваем. Снимаем пергаментную бумагу, на которой корж выпекался, и оставляем корж остывать. Пока один корж выпекается в духовке, подготавливаем другой для выпекания. И таким образом выпекаем все 4 коржа. Остывшие коржи обрезаем по форме диаметром 19 см. Коржи получаются очень вкусными и мягкими, готовятся очень быстро и также быстро остывают. Часть обрезанных кусочков оставляем и будем использовать для обсыпки краев торта. Остальные можно просто съесть, они очень вкусные сами по себе. Приготовим крем. Смешайте вместе 130 граммов или 6,5 столовых ложек без верха сахарной пудры и 20 граммов или 4 чайные ложки ванильного сахара. Для крема я использую творог, который готовлю из кефира. Творог, приготовленный из кефира, получается мягким, пастообразным и в то же время имеет плотную консистенцию. Как приготовить творог из кефира, ссылку на рецепт я оставлю в описании. Если нет желания заниматься приготовлением творога, то его можно заменить сливочным или творожным сыром.
В чистой сухой холодной чаше взольем 260 граммов или миллилитров охлажденных сливок жирностью 30-35%. Начинаем взбивать на небольшой скорости миксера. Когда сливки начинают пениться, постепенно добавляем к ним сахарную пудру с ванильным сахаром. Когда сахарную пудру ввели, постепенно увеличивая скорость миксера, взбиваем сливки до мягких пиков. Далее в два этапа добавляем взбитым сливкам мягкий пастообразный творог, каждый раз хорошо взбивая до однородного и воздушного состояния. Всего нам понадобится 650 граммов творога. Для приготовления 650 граммов творога надо 2 литра кефира жирностью 3,2%. Отложите 260 граммов крема от общего объема и добавьте к нему 20 граммов или 2 столовые ложки без верха просеянного какао. Аккуратно перемешайте до образования однородной массы. Отложите 100 граммов шоколадного крема, этим кремом мы в конце украсим торт сверху и обмажем края торта, а пока уберите его в холодильник. В оставшийся шоколадный крем перекладываем остывшую до комнатной температуры маковую массу. И взбиваем все вместе до однородного и воздушного состояния. Соберем крем со стенок и перемешаем по дну. Вот такой нежный и однородный шоколадно-маковый крем получается. Сформируем торт. Выкладываем первый корж на тарелку. Делим сливочный крем на 6 частей и покрываем корж 1/6 частью крема. Крем равномерно разравниваем. Делим шоколадно-маковый крем на 3 части и равномерно распределяем шоколадный крем сверху на сливочном. Далее шоколадно-маковый крем сверху равномерно покрываем 1/6 частью сливочного крема. На крем выкладываем второй корж, корж слегка придавливаем. Разравниваем крем по краю, устанавливаем ацетатную пленку и разъемную форму. Далее, повторяя слои, формируем торт. Корж покрываем сливочным кремом. На сливочный крем равномерно выкладываем шоколадно-маковый крем. На шоколадно-маковый сливочный. Накрываем третьим коржом, корж слегка придавливаем. Еще раз повторяем слои из крема. Сливочный, шоколадно-маковый, сливочный. Накрываем четвертым коржом, корж слегка придавливаем. Накрываем торт пищевой пленкой и убираем в холодильник пропитаться и стабилизироваться минимум на 5-6 часов. Я обычно убираю на ночь. Охлажденный торт покроем шоколадной глазурью. 100 граммов темного шоколада с содержанием какао 50% и 100 граммов или миллилитров сливок жирностью 30-35% нагрейте в микроволновой печи или сотейнике на плите до горячего состояния и размешайте до образования однородной массы. Равномерно покройте шоколадной глазурью торт сверху. Если на поверхности глазури есть небольшие пузырьки воздуха, их можно аккуратно проткнуть деревянной палочкой. Убираем торт в холодильник до полного застывания глазури примерно на 20-30 минут. Когда глазурь застынет, освобождаем торт от формы и ацетатной пленки. Сверху я украшаю торт шоколадным кремом, который мы ранее откладывали, и шоколадными конфетками. Оставшимся шоколадным кремом обмазываем бока торта. Обрезанные края от коржей измельчаем в блендере в крошку и обсыпаем крошкой бока торта. Торт готов, его можно подавать к столу. Советую вам его приготовить. Торт невероятно вкусный, в меру сладкий, для любителей макро и шоколада этот торт находка. Готовьте с удовольствием.